Всем привет! И это четвертое видео серии видео о том, как можно настроить многоуровневое выпадающее меню в вашем интернет-магазине без знаний программирования и дизайна. В этом видео я расскажу, как можно настроить нижнюю часть меню. Для этого переходим в административную зону приложения. Блок разделен на 4 раздела. Первый раздел – это выпадающая часть. Второй раздел – это пункты. Третий раздел – расположение. И четвертый раздел – это контент. О каждом более подробно сейчас расскажу. Первая строка. Меняем области. Изменился. Меняем границу. Также делаем, давайте сделаем ее зеленой. Смотрим. Граница у нас поменялась. Позволяет нам настроить выпадающие области. Для настройки тени выпадающей области нажимаем на вопросительный знак и переходим на онлайн-генератор теней. Чтобы настроить тень, нам нужно нажать на плюс. У нас появилась тень. Давайте быстро настроим тень, задаем ей желтый цвет, задаем прозрачность, позиционирование настраиваем по оси X, по оси Y позиционирование настраиваем. Настраиваем размытие, отдаление. Настроили. Переходим в блок CSS код. Копируем код Box Shadow. Скопировали и возвращаемся в настройки приложения. Удаляем старый код. Добавляем новый. Если же вы хотите тень, вы можете написать non, либо какой-то сделать прозрачным, пишите transparent. И у вас будет фон прозрачный. Позволяет нам задать высоту области вниз. Выпадающую область, и она у нас стала длиннее. Пунктом меню. В области пункт также можем задать, мы можем задать размер шрифта, мы можем задать цвет шрифта. Сейчас он у нас черный, давайте зададим ему красный. Цвет у нас изменился. Мы можем задать наведение. Сделаем зеленый. Смотрим, как это работает. При наведении он стал зеленым. Также мы можем сделать фон при наведении пункта меню другим цветом. Сделаем его желтым. Ставим желтым, проверяем. При наведении он становится желтым. По принципу можем задать тень при наведении на пункт меню. Для убыстрения видео я здесь менять ничего не буду. Здесь все так же настраивается, как и по предыдущему принципу. Пункты меню здесь можно также задать отступы у пунктов меню. Давайте зададим 20 и 30, чтобы наглядно было видно, как все меняется. Изменили, и все, мы сразу видим, что у нас стали очень большие отступы. Возвращаем, как было изначально. 12 и 15. Переходим к разделу расположения. Настройка позволяет нам задать отображение под категории, либо категории отображаются за категориями. Что это значит? Наводим на подкатегорию, у него получается еще подкатегория, еще подкатегория. И так мы можем
отображать подкатегории в 2 колонки, в 4 колонки, в 5 колонок и в 6 колонок. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит на интернет-магазине. Обновляем страницу. Обновили страницу и сейчас смотрим, как у нас отображаются категории за категориями. Категория верхнего уровня, подкатегория, подкатегория третьего уровня, еще есть подкатегории, еще подкатегория. И так мы можем сделать 6 колонок. Сейчас я вам покажу. Давайте задам 6 колонок и мы посмотрим, как это будет отображаться. Сохраняемся. Переходим на страницу, обновляем. Смотрим. Раз, два, три, 4, 5, 6. То есть все подкатегории умещаются у нас в 6 колонок. Возвращаемся в настройки меню. Сейчас я покажу, как отображается настройка отображать в колонке. Задаем настройку. Сохраняем. Переходим на страницу магазина, обновляем. И вот видим, все категории у нас отображаются в 6 колонок, но подкатегории видны только, получается, первый уровень, второй уровень, третий уровень, то есть до третьего уровня. Вся информация отображается в колонке. Этот же вид можно использовать, сейчас покажу в каком варианте, по алфавиту. Мы все магазина по алфавиту и разделили на 4 колонки, так как у нас в самом начале колонок отображалось всего лишь 4. Разделили и разместили под буквами. Так вашим клиентам будет намного проще найти тот бренд, который его интересует. Переходим в настройки меню. Возвращаем 4 колонки. Сохраняем. Также в выпадающей области мы можем настроить показывать или не показывать фотографию в выпадающей области. Сейчас я покажу, когда у нас фотография видна. Фотография у нас видна. Прятаем фотографию. Сейчас фотографии у нас нет. То же самое мы можем включать и выключать описание категории выпадающей области. Итак, мы спрятали. Смотрим, как у нас выглядит. Пустое место. Поэтому, если мы используем выпадающую область, то нам лучше все-таки включать фотографию и включать описание. Также, когда мы включаем фотографию, мы фотографию можем позиционировать как по центру, с левой стороны и с правой стороны. Настройкам контент. Контент мы также можем в выпадающей области задать family контенту, то есть мы можем задать шрифт тексту в выпадающей области, к примеру. Сейчас я вам покажу. Вот это вот все мы можем задать шрифт. Мы можем задать размер, мы можем задать расстояние между текстом. Сейчас давайте я вам продемонстрирую. У нас расстояние 24. Сейчас мы поставим 14 пикселей и посмотрим, как это будет выглядеть. Для наглядности, вот, это у нас 14 пиксель. Возвращаем 24 пикселя. Мы можем поменять контекст. Давайте сделаем зеленый.
Все цвета добавляю такие, чтобы вам наглядно было сразу видно, что весь цвет меняется. Также в выпадающей части у нас есть вертикальная линия, которая показывает, что снизу еще есть подкатегории. Она у нас здесь отображается серым. Для того, чтобы она лучше видна была выпадающей области, я задам синий цвет. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Вот, у нас появился синий цвет. Вертикальная линия синего цвета. Я рассказал о всех настройках выпадающей области. Если у вас остались какие-то вопросы по функционалу, либо по настройкам, возможно, у вас есть какие-то предложения для добавления настроек, вы можете нажать на чат и написать нам эти любые вопросы. Внимание, подписывайтесь на наш канал и на следующее видео, где я буду рассказывать о пунктах меню и как их настроить.